Друзья, всем привет! Сегодня подборка полезных советов и хитростей. Присаживайтесь поудобней, погнали! Нет ничего сложного в накручивании гайки на шпильку. Наживили, закрутили. А если таких шпилек 20-30 штук, то уже процесс закручивания может затянуться. Поэтому берем малярную ленту, делаем кольцо из нескольких слоев, достаем шуруповерт и, надев ленту на гайку и на шуруповерт, начинаем вращать гайку. Процесс занимает 3 секунды. Это позволит ускорить накручивание при больших объемах. Для следующей хитрости понадобится вот такой или подобный резиновый шланг, который нарезаем на маленькие кусочки. Между ними кладем шайбы. Вот для чего это нужно. Например, у меня есть вот такой наждак, на котором не установлены виброгасители. Как раз тут и пригодятся наши кусочки шланга, которые отлично гасят вибрацию. Как сделать круглую деревяшку из квадратной почти любого диаметра? Берем брусок, сверлим необходимое по толщине отверстие, соответствующее толщине будущего кругляша. Сверлим так, чтобы край отверстия выступал. Далее берем стамеску и прижимаем ее струбциной, немного наискосок, как на видео. Теперь берем подходящий брусок и немного заостряем, так чтобы один край заходил в отверстие, а второй зажимался в шуруповерте. Далее просто вращаем брусок и получаем готовый кругляш. Диаметр можно подобрать любой. Делают подобное при помощи плашек, но не у всех они есть, а если есть, то обычно максимум до 12-13 мм. А в этом варианте можно взять и 32 перо, и получится 32 мм кругляк. Так что пользуйтесь, может пригодиться. Если нет циркуля, а есть необходимость нарисовать пару окружностей, то можно обойтись с помощью подручных средств. Отметьте центр и отметьте радиус будущих окружностей. Затем, как на видео, возьмите карандаш и любую другую опору. У меня вот такой глухарь. Можно взять что угодно похожее, хоть второй карандаш. И далее просто проворачиваем лист вокруг, и окружность готова. Из минусов то, что на статической поверхности так не сделать. А вот вам скрытая функция ножовки по металлу. Снимаем полотно, клеим на него двухстороннюю липкую ленту, лишнее отрезаем. Далее берем наждачку и отрываем по размеру. Можно с небольшим запасом по краям. Далее готовое полотно устанавливаем обратно, но перевернув так, чтобы наждачка была снизу. Получается вот такое удобное приспособление для мягкой зачистки углов. Друзья, вот такая подборка получилась. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и в комментах пишите, что понравилось больше. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и подписывайтесь на канал в Telegram. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!